Конец 50-х годов. Время, когда туризм в Советском Союзе был не просто увлечением, а частью системы воспитания. Походы закаляли характер, формировали дисциплину и считались своеобразной школой мужества. В это время группы студентов из разных городов отправлялись в многодневные маршруты по Уралу и Сибири, чтобы доказать свою выносливость и получить спортивные разряды. Одна из таких групп – 9 туристов из Уральского политехнического института во главе с Игорем Дятловым. Их маршрут проходил через труднодоступные горные районы Северного Урала. В конце января они вышли на перевал, где мороз достигал 30 градусов, а сильный ветер срывал снег со склонов. Там они разбили палатку, которая стала последним местом их стоянки. Когда спустя недели поисковики обнаружили лагерь, палатка выглядела так, будто ее оставили в спешке. Внутри лежала еда, аккуратно разложенные вещи, даже обувь. Но сама палатка была разрезана. Следствие установило, разрезы сделаны ножом изнутри. Туристы не стали расстегивать ее обычным образом, а буквально вылезли наружу через прорези. Почему они сделали это? Главный вопрос, который останется без ответа и через десятилетия. Эта палатка стала символом трагедии, а разрезанная ткань – первой загадкой. Но то, что нашли дальше, было еще более непостижимым. От палатки вниз по склону в сторону леса уходила цепочка следов. В условиях пурги они быстро бы исчезли, но в те дни снег после катастрофы слежался и следы сохранились. Они позволили увидеть направление движения группы. Оказалось, что туристы покинули палатку организованно. Следы не напоминали беспорядочного бегства. Люди шли относительно стройно, не разбегались, не падали. Но бросалось в глаза другое. Часть отпечатков оставили босые ноги. Некоторые шли в носках, кто-то в легкой обуви, явно не подходящей для ночи в 30-градусный мороз. Для опытных туристов такое поведение было противоестественным. Они знали цену морозу, знали, что несколько минут на ветру без обуви могут стать смертельными. И все же они ушли вниз, оставив в палатке все, что могло их спасти. Вещи не были разбросаны, их просто не взяли. Это противоречило любой логике. Группа, обладавшая опытом зимних маршрутов, совершала действия, которые выглядели как шаг к собственной гибели. Внизу, у подножья, поисковики нашли объяснение лишь частично. У кромки леса обнаружили кострище и рядом два тела – Юрия Кривонищенко и Юрия Дорошенко. Они были почти раздеты, без обуви. Рядом валялись ветви, которые кто-то ломал с усилием, обдирая кору. На стволе кедра выше человеческого роста были следы, словно ребята пытались взобраться вверх. Зачем? До конца не ясно. Возможно, чтобы разглядеть палатку на склоне или сорвать сухие ветки для костра. Костер, который они развели, не мог дать много тепла. Дрова оказались сырыми, огонь горел слабо. В таких условиях даже несколько минут на морозе могли быть критическими. Два Юрия замерзли, так и не дождавшись помощи. Рядом с этим местом нашли еще троих – Игоря Дятлова, Зину Колмогорову и Рустема Слободина. Их тела лежали ближе к палатке, словно они пытались вернуться обратно. Но расстояние, которое им пришлось преодолеть против ветра и холода, оказалось непреодолимым. Эти первые находки можно было бы объяснить трагическим стечением обстоятельств. Но дальнейшие открытия разрушили даже это простое объяснение. Весной, когда снег начал сходить, поисковики обнаружили еще 4 участников группы. Их тела лежали во враге под слоем снега. И состояние этих тел заставило экспертов задуматься. У Николая Тиба Бриньоля был сильно поврежден череп. У Людмилы Дубининой и Семена Золотарева переломы ребер. Эксперты отмечали, что травмы были крайне тяжелыми и напоминали последствия сильнейшего удара. При этом на коже почти не было внешних повреждений. Это выглядело так, будто на тела воздействовала мощная сила, но она не оставила привычных следов. Подобные повреждения невозможно объяснить только снегом или падением с небольшой высоты. Для их получения нужна была энергия, сравнимая с аварией автомобиля. Именно это написали в заключениях специалисты. На этом фоне еще более жуткими казались детали. У Дубининой отсутствовали глаза и язык. Эти находки породили множество вопросов, которые только усугубились во время похорон. В
Свердловске прошли похороны туристов. Родные и друзья, которые видели тела, сразу обратили внимание на странности. У некоторых погибших кожа имела необычный кирпично-бурый оттенок. У Дубининой сильный отек и резкое потемнение кожи. Это выглядело не так, как у людей, умерших от холода. Гробы на похоронах часто держали закрытыми, но те, кто все же видел тела, вспоминали о непривычном виде погибших. Эти наблюдения совпадали с тем, что позже вскрылось в документах. Часть одежды имела повышенный радиационный фон. Официальные отчеты не давали ясного объяснения ни цвету кожи, ни травмам, ни радиации. Родственники задавали вопросы, но прямых ответов не получали. Все это усиливало чувство недосказанности. И чем глубже следователи погружались в детали, тем больше в деле появлялось странных предметов и несостыковок. Когда тела перевозили в морг и фиксировали находки, следователи обратили внимание на детали. У Семена Золотарева на плече оказалась татуировка, которую никто из его близких не видел раньше. В группе ходили разговоры, что он вообще не был знаком с остальными туристами до похода и попал в команду случайно. Его возраст и военное прошлое выделяли его среди студентов. Вещи Золотарева также бросались в глаза. Армейская фляга, предметы, не характерные для туристического похода. На остальных тоже находили личные вещи, которые казались лишними или странными. Но главный вопрос был в другом. Зачем опытные туристы оставили в палатке самое необходимое? И почему покинули лагерь без обуви и одежды? Ни одна из находок не давала прямого ответа. Но создавалось ощущение, что на месте происшествия чего-то не хватало. Необычные вещи лишь усиливали недоверие к официальной версии. Но настоящая странность проявилась позже, в лабораторных протоколах. Часть одежды погибших проверили на радиоактивный фон, и оказалось, что несколько вещей действительно имели повышенные показатели. Это были носки, штаны и свитер, принадлежавшие Дубининой и Кривонищенко. В официальных документах было зафиксировано, что радиация превышала естественный фон в несколько раз. Эксперты пытались объяснить это бытовыми причинами. Мол, ткань могла быть загрязнена на производстве или при хранении. Но такие объяснения звучали слабо, особенно на фоне других обстоятельств. Никакой разумной бытовой причины для столь явного превышения никто не смог назвать. Факт остался фактом. Вещи группы Дятлова имели радиоактивное загрязнение. Но в материалах дела этот эпизод вскоре был замят, как и многие другие странности. Еще одна деталь, которая подогрела интерес – найденные фотоаппараты. Участники похода брали с собой несколько фотоаппаратов, фиксируя путь, пейзажи и быт экспедиции. Когда их вещи изучали, часть пленок сохранилась. На снимках были последние дни похода. Шутки у костра, установка палатки, подготовка маршрута. Все выглядело обычно. Но на одном из аппаратов остались кадры, которые следствие не придавало широкой огласке. На них были размытые силуэты, вспышки света, фигуры в темноте. Условия съемки были ночными, кадры получились смазанными. Эти фотографии позже породили версии о светящихся шарах и неизвестных объектах. Для следствия это не стало предметом серьезного анализа, но для исследователей, которые вернулись к делу позже, эти кадры стали важным аргументом в пользу того, что в ночь трагедии происходило нечто большее, чем просто лавина или замерзание. Именно с этими материалами связаны первые сомнения в официальной хронологии событий. В протоколах часто встречаются неточности. Даты находок тел, даты вскрытий и даже даты составления документов не совпадали. Например, протоколы вскрытия подписаны числами, которые не стыкуются с временем обнаружения тел. Участники поисков указывали одно, а в официальных бумагах значилось другое. Иногда разница составляла несколько дней. Создавалось впечатление, что записи вели задним числом или сознательно меняли. Такое впечатление укрепляли и воспоминания поисковиков. Они говорили, что некоторые вещи исчезали или переставлялись с места на место, прежде чем попасть в протокол. Все эти несостыковки делали картину туманной. Но были и более конкретные вопросы, например, где именно стояла палатка и как группа оказалась на открытом склоне. По плану Игоря Дятлова группа должна была двигаться через перевалы в сторону горы Атортен. Но в последний день они остановились на склоне горы Холачахаль, известной в переводе с языка манси как «гора мертвых». Выбор места вызвал вопросы еще у первых исследователей. Палатку поставили на открытом ветреном склоне, хотя всего в нескольких сотнях метров был лес, где можно было бы укрыться. Опытные туристы никогда бы не выбрали такое неудобное место для ночлега. Позже появились версии, что палатку вообще
вообще нашли не там, где ее изначально поставили. Некоторые исследователи указывали на следы, говорящие о том, что лагерь могли переносить или что место установки изначально было другим. Эта нестыковка с маршрутом стала важной частью дальнейших сомнений, но на этом странности не заканчивались. Дело было испорчено и множеством ошибок следствия. Когда дело о гибели туристов начали изучать, в нем сразу накопилось слишком много противоречий. Документы составлялись с опозданием, некоторые протоколы не совпадали друг с другом, а часть вещественных доказательств просто исчезла. Например, один из участников поисков рассказывал, что при первой находке палатки внутри лежали предметы, которые потом в официальных документах не фигурировали. Не все, что видели свидетели на месте, было отражено в материалах уголовного дела. Тот же вопрос касался ножей, посуды, личных вещей. Иногда они упоминались, иногда нет. Особую роль сыграли и фотографии. Часть пленок позже попала в архивы, но ряд снимков оказался утерян. Даже из сохранившихся материалов видно, что пленки пересматривали и сортировали. То, что считали лишним, не вошло в дело. Следователь Иванов, который вел расследование, признавался, что сталкивался с давлением сверху. Дело старались закрыть максимально быстро, чтобы не поднимать шум. В официальных отчетах фигурировала формулировка «стихийная сила природы», что не объясняло ни травмы, ни радиацию, ни странные обстоятельства обнаружения палатки. Поиски вели добровольцы, студенты, военные, и многие из них потом говорили, что чувствовали, часть информации скрывалась намеренно. Ошибки следствия были не случайными промахами, а выглядели как сознательные действия, и именно это оставило ощущение, что дело до конца не раскрыли. Среди тех, кто участвовал в поисках, был и майор Шестопалов, командир саперного батальона. Его отряд подключили к экспедиции не случайно. Армия помогала прочесывать труднодоступные районы и фиксировать находки. Но воспоминания о работе Шестопалова и его людей стали одной из самых противоречивых частей истории. По словам очевидцев, именно саперы первыми обнаружили тела во враге. Они же делали подробные замеры и описания. Но в официальных материалах эти записи фигурируют крайне скупо. Некоторые исследователи утверждали, что у военных был свой протокол, который потом изъяли и закрыли от глаз гражданских. Шестопалов, выступая позже, говорил, что видел на месте необычные следы, и что ситуация не укладывалась в рамки обыкновенного несчастного случая. Но в итоге его слова не получили широкого хода. Более того, все, что касалось участия армии, быстро убрали в сторону. Для самих поисковиков странным было уже то, что в деле туристов оказались военные специалисты. Обычно к таким поискам привлекали альпинистов, студентов, добровольцев. Саперы на перевале выглядели как сила, призванная контролировать не только поиск, но и поток информации. В архивах сохранилась радиограмма, которая стала одним из самых цитируемых документов в деле. В ней говорилось, что в ночь трагедии в районе перевала наблюдали огненное кольцо в небе. Сообщение передал один из участников поисков, и оно было зафиксировано официально. Речь шла о ярком свете, который двигался по небу и имел форму кольца. Наблюдение совпадало по датам с предполагаемой ночью гибели туристов. Такие сообщения в 50-е годы не были редкостью. В разных районах СССР фиксировали необычные явления, от светящихся объектов до вспышек. Но в данном случае совпадение времени и места выглядело особенно важным. Следствие, однако, проигнорировало эту радиограмму. Ее упомянули в материалах дела, но никак не связали с гибелью группы. Для исследователей последующих лет именно это сообщение стало ключевым. Оно показывало, что в ту ночь на перевале происходило что-то, что могло напугать людей, заставить их выйти из палатки. Неизвестные световые явления стали частью дела, но официально их объяснять никто не взялся. Власти реагировали на трагедию осторожно. С одной стороны, поиски организовали быстро, в них участвовали добровольцы, студенты, армия. С другой, как только тела нашли, началась торопливая фаза закрытия дела. Родственники погибших говорили о странной атмосфере на похоронах. Гробы часто закрывали, к телам не подпускали близко. Любые вопросы о причинах смерти отталкивались формулировкой «несчастный случай». В прессе о происшествии почти не писали. Для страны, где трагедии
трагедии в горах обычно становились заметными событиями, такое молчание выглядело подозрительно. К весне 1959 года дело закрыли. Формулировка звучала максимально расплывчато. Воздействие стихии. Но почему туристы разрезали палатку? Почему вышли в пургу без одежды? Почему у некоторых были тяжелые травмы? А на вещах обнаружилась радиация. Все это оставалось за скобками. Таким образом, государство словно поставило точку, но не дало ни одного внятного объяснения. Одной из первых и самых распространенных версий стала лавина. Ее предлагали как объяснение панического выхода из палатки и травм погибших. С точки зрения здравого смысла, лавина могла бы объяснить многое. Туристы почувствовали угрозу, быстро покинули лагерь, не взяв вещи. Но при проверке версия не выдерживала критики. На склоне, где стояла палатка, не нашли следов схода лавины. Угол наклона горы был относительно пологим. Снега было недостаточно, чтобы сойти массивным пластом и накрыть палатку. Травмы погибших также не совпадали с лавинными. Снег может задушить, может переломать кости при сильном давлении, но эксперты отмечали, повреждения на телах группы Дятлова напоминали удар сильнейшей силы, а не давление снежной массы. Тем не менее, лавину оставили в официальной версии, ее поддерживали как удобное и простое объяснение. Но те, кто изучал материалы, внимательно понимали, лавина не могла быть причиной гибели всей группы. И чем больше появлялось фактов, тем очевиднее становилось, что официальное объяснение не соответствует действительности. Когда лавина не выдержала критики, начали появляться другие версии. В них пытались найти ответы на то, что не объяснялось официальным расследованием. Одни говорили о военных испытаниях. В 50-е годы Урал был закрытой зоной, где проходили различные секретные программы. Нередко местные жители сообщали о взрывах, о ярких огнях в небе, о необычных звуках. Появилась версия, что в ту ночь в районе перевала могли проходить испытания новых видов оружия. Этим можно было бы объяснить и световые явления, и радиационный фон на одежде туристов. Другие исследователи связывали гибель группы с возможным столкновением с людьми. Туристы могли наткнуться на охотников или военных, что вызвало конфликт, но никаких следов присутствия посторонних найдено не было. Были и попытки объяснить случившееся через редкие природные явления. Например, говорили о так называемом катабатическом ветре, резком порыве, который может вызвать чувство паники. Но ни одна из этих гипотез не могла связать все детали воедино. Каждая версия объясняла отдельный элемент, но общая картина оставалась разорванной. И это усиливало ощущение, что настоящие причины трагедии скрывали. Если убрать все догадки и смотреть только на факты, то остается цепочка противоречий. Палатка, разрезанная изнутри. Следы людей, уходящих вниз без обуви и теплой одежды. Первые тела у костра, погибшие от холода. Еще 3, пытавшиеся вернуться наверх. И 4 во враге с травмами, которые нельзя объяснить переохлаждением. Одежда с радиоактивным фоном. Тела с необычным оттенком кожи. Протоколы с ошибками и несостыковками. Присутствие военных на поисках и радиограмма о огненном кольце. Все это реальные находки, зафиксированные в деле. Если собрать их вместе, становится ясно. Гибель группы не может быть объяснена одной простой причиной. Это не только мороз, не только лавина, не только случайность. Это комплекс обстоятельств, которые либо скрыли, либо так и не смогли понять. Смысл находок в том, что они не дают законченной картины. Они оставляют больше вопросов, чем ответов. В конце 50-х годов страна жила в эпоху, когда неудобные вопросы замалчивались. Дело группы Дятлова стало именно таким вопросом. Его закрыли, сославшись на стихийную силу природы. Но для тех, кто видел место трагедии своими глазами, для родственников, для исследователей, это объяснение никогда не звучало убедительно. Перевал Дятлова стал символом тайны. Символом того, когда же в строго организованной системе могла возникнуть ситуация, где истина оставалась в тени. Прошли десятилетия, и версия за версией пытались заполнить пустоту. Но до сих пор нет ответа, который объяснил бы все сразу. Есть только холодные факты. Эта точка холода на карте Урала остается такой же загадочной, какой была в феврале 1959-го. И, возможно, именно в этом и состоит ее настоящая история. История, в которой вопросов всегда будет больше, чем ответов.